Да, надо выстраивать. Но это та ошибка, которую делают сразу же после принятия. Старое я не могу быть, потому что я меняюсь. Должно что-то измениться, я должна как-то по-другому. Что она пытается перестроить окружение под себя. Это самая главная ошибка. Перестраивать окружение под себя. По сути, вы выдвигаете требования к окружающему миру, чтобы мир прогнулся под вас. То есть вы его пытаетесь как бы объяснить этому миру, что я теперь другая. Но на самом деле вы используете старую привычку. Вы говорите, я изменилась, теперь и вы должны измениться ко мне и относиться ко мне относительно нового как бы статуса. Статуса я беру в кавычки. Но это не так. Это ошибка переделывания мира старыми способами. То есть, по сути, вы по-старому пытаетесь себя доказать. Я была девочка 18 лет, я вышла замуж, я новая, я теперь мама, я теперь там добилась карьеры. С позиции доказывания себя, выстраивания себя в каком-то социальном аспекте, вы как бы показываете окружающим, то есть устраняете свою личную историю, показываете, что вы чего-то достигли, доказывая больше другим, чем себе. Это утопия, это старые привычки, которые следует похоронить, их не следует использовать в новом аспекте. В новом аспекте изменение происходит изнутри, не меняя других. То есть вы остаетесь как бы прежние для других. Не обязательно говорить, что вы ведьма, не надо говорить, что вы другая, потому что это только будет вызывать смех и делать вам больно. То есть вы будете наталкиваться просто тупо на новое непонимание. То есть мало того, что вас не понимали до этих врат, вас не будут понимать и после этого. И это приводит к разочарованию, почему многие не идут путем магии, почему они сваливаются. Ой, а что это? А теперь как они будут ко мне относиться? А я не хочу разрушать то, что я с таким трудом создавал. А некоторые идут, ломают, но для того, чтобы это поломать, нужно иметь мужество, потенциал. Но бывают такие моменты, когда никого, есть только подушка, дети спят, и подушка знает, о чем вы шепчете. Почему мокрая подушка? Две крайности. Все разрушаем или всем объясняем? Ничего мы не разрушаем, мы ничего не трогаем. Мы в своей жизни ничего не трогаем. Нет, есть моменты, когда край, то есть нужно спасать свою жизнь и что-то нужно менять. Все остальное нужно максимально сохранить. Сохранить не в том плане, что мы консервируем и сохраняем. Там, все спокойно, спокойно, все хорошо, всем объясняем. Ничего не объясняем, не надо это сохранять. Не нужно. Что же нужно делать? Максимально замереть. Потому что в этом замирании свое тело прочувствовать,
свою душу прочувствовать, прощупать. Вот я сейчас перешла, ворота закрылись, я новая, я ведьма. И нужно очень осторожно привыкнуть. Это все равно, что как заново родиться. Новорожденная ведьма, она должна себя почувствовать. Вот это мои руки, вот они вот такие вот. Вот у меня внутри это сердце, прислушаться, как оно стучит. Вот мои мысли, о чем они думают. То есть вот это прислушивание или замирание, это рождение. В этом рождении нужно прислушаться к себе. Нужно оглянуться в этом новом мире, по-другому посмотреть на этот мир. Не бежать в этот мир что-то делать. Мы привыкли, надо бежать что-то делать, куда-то там сумки в магазин, готовить там заклятия, переклятия, там ритуалы, ничего не делать. Нужно просто замереть и изучать этот мир. Понять, где ты находишься. Увидеть, что меняется, то есть занять позицию равновесия. И просто наблюдать, пока вы не привыкнете к новому ощущению. Вам кажется, а что ж изменилось? Этот переход непонятен. Он так происходит, как во сне. Вот это признание. На самом деле происходит в энергетическом плане щелчок. И этот щелчок нужно понять, как он работает. Оценить, присмотреться, наблюдение. Это знаете, как руна Эвос. Вниманием. И резкий свет в глаза, когда вас ослепил свет, который вы долго не видели. Сначала привыкните к солнечному свету. Потом вы посмотрите, что вас вокруг окружает. А потом только посмотрите на какие-то очертания, к которым вы привыкнете. Внимание! Обращать на все внимание. Вот это состояние, когда вы просто привыкаете к новому состоянию, к новой себе. Какие результаты я достигла, что у меня сейчас есть, чего у меня нет, к чему надо стремиться, что мне мешает, что не мешает. Вот эта ревизия, она необходима, опять же, для глубокого размышления. Разложить все по полочкам. Поворот в судьбе — это когда, например, были юной, молодой, и тут вы решили выйти замуж. Произошла свадьба, и вам нужно перестраиваться под новые семейные отношения. То есть вы уже не можете себе позволить вольности, потому что это все нужно было, например, согласовывать с мужем. Это как новое рождение, да? Чем это отличается, когда вы признали себя ведьмой? То же самое. Новая роль. До свадьбы у вас было какое-то имущество, какие-то вещи, а сейчас у вас это все переходит в статус общего. Здесь примерно тоже. Вы оцениваете, что у вас есть. Есть муж, нет мужа. Есть ребенок, нет ребенка. Есть жилье, нет жилья. То есть основные какие-то моменты, которые нужно зафиксировать в своей памяти, зафиксировать в своей жизни, как то, что есть. Оценить, понять, чем мы обладаем, какие у меня знания, какие достижения, чего я стою, кто я, зачем я,
Для чего я? Задать этим вопрос. Знаете, выйти из потока, как все, это очень важно, потому что понять, ты течешь своим потоком или тебя захватили, и ты этим потоком несешься. То есть тебе надо быть такой женой, тебе надо быть такой мамой, тебе надо такой... Это выйти из потока, то есть выйти на берег, по сути, и сказать, это моя речка, это я должна это делать или не должна. На самом деле, каковы мои цели, какой мой поток, где мой ручей, который меня может вести, какова моя цель. Потому что если ведьма говорит, я буду это делать ради ребенка, ради мамы, ради мужа, ради еще кого-то, это старые убеждения, которые остались за кладбищем. Самое главное в этом рождении – это четко понять, где ты находишься, что у тебя есть, куда ты идешь. То есть полностью замкнуть энергию на себе. Что происходит потрясающего, когда ведьма останавливается и делает переосмысление? А это переосмысление нужно делать. И это не значит, что нужно где-то на год идти в какие-то пещеры или в уединение. Это не нужно делать. В этом нет смысла. Почему? Потому что ведьма принимает решение быстро, оно должно идти от сердца, а не от ума. А что можно придумать? Что можно тут логически навыдумывать, если ты не понимаешь, что с тобой происходит? Нужно просто прислушаться к себе. Вот это прислушивание, оно ведет к самому главному щелчку. Ощущение себя живой. Потому что до этого вас не было нигде. Где вы? Где ваше? Вот возвращение к пониманию, что вот она я. А по сути вы не жили. Вы выполняли роли. А здесь нужно вернуться к себе, посмотреть на себя. Ошибка большинства ведьм это что? Нужно что-то менять. И опять бежать. Надо что? Быстро перекраситься, быстро маникюр, быстро там то. Что-то там, ну что-то поменять для себя. Ну я ж могу что-то для себя, там маникюр, одежонку купить. Но вопрос в том, что это до определенного предела. Оно не насыщает. Вы все равно чувствуете пустоту. Это не удовлетворит вас. Потому что, в первую очередь, принятие себя как ведьмы, это принятие целиком, а не частично. Это все, эти все вещи, не нужно подделывать. Потому что вы опять же это делаете. Для чего вы делаете это? Для внешнего. Но кажется, что это удовлетворит вас лично.